Але, гоп. Але, гоп. Оп. Оля. Але, гоп. Отойди. Оп. О, тут фоткайте. Але, гоп. Оп. Милан, делаем. Але, гоп. Оп. Але, гоп. Оп. Молодец. Але, гоп. Оп. Хорошо. Але, гоп. Оп. Але, гоп. Ага. Оп. Але, гоп. Оп. Я даже... Але, гоп. Оп. Все. Ребята, я записываю. Давайте, делаем все хорошо. Давайте. Аккуратненько. Давайте, Юра. Давайте, молодцы. Осторожнее, не убейте. Давайте еще раз. Делаем все. Хорош, давай. Молодца. Жанна, молодец, давай, Жанночка. Хорош, давай еще разик. Попробуй левой. Давайте левой. Это по-честному. Когда я не справлюсь. О, Молодец, смотри, на фронта прикатился. Вовку снимем тоже, молодец. Ой, сглазила я. Ты пинаешь мяч. Здесь просто держишь. Ногами, и мячик ногами тогда. Толкай. Теперь второй рукой. Молодец. Сюда, Коль, толкай. Перед обедом Так, аппетит. уважаемые, благодарю, на сегодня у нас тренировка заканчивается, ознакомительная. С завтрашнего дня начинаем более-менее заниматься, эстафеты. И готовимся к гимнастике шоу для интеллекта. Давайте. Это смешно. Давайте. Молодец. Давай. Про вас кино сейчас сделаем. Кино будем делать про вас. Давайте, делайте хорошо. Также 4 крути дальше. Вперед, пошел. 4. Вот, хорошо, палочку. Держи. Держи. Чтобы это
la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Здравствуйте, начинаем нашу... Сегодня нам понадобятся мячики. Разминаем руки. Теперь наклоняемся, берем мячики. Мячики начинаем вращать. Обеими руками наклонились вниз. Крутим мячики. Наклонились к правой ноге, левой ноге. Поднялись. Колени сводим, разводим. Мячики вращаем, потянулись в одну сторону, в другую сторону. Идем на месте. Левая рука круг, правая вверх-вниз, мячики вращаются. Идем на носочек. Голова вправо-влево. Теперь идем на пяточках. Мячики не забываем вращать. Голова вправо-влево. Теперь меняем руки. Правая рука круг, левая рука вверх-вниз. Мячики вращаем. Идем на внешней стороне стоп. Голова вправо-влево. Теперь идем на внутренней стороне стоп. Мячики не забываем вращать. Теперь ставим ноги на ширине плеч. Сводим, разводим колени. Левая рука вверх-вниз. Мячики вращаем. Правая рука ломаная линия. Меняем руки. Правая вверх-вниз. Мячик вращаем. Левая ломаная линия. Правая не останавливается. Теперь шагаем на месте. Левая рука круг. Вращаем мячик. Правой рукой подбрасываем мячик и ловим. Подбрасываем, хлопок, ловим. Подбрасываем, до хлопка, ловим. Левую руку стараемся не останавливать. Голова вправо-влево. И идем на месте. Теперь меняем руки. Правая рука круг. Вращаем мячик. Левая рука подбрасываем мячик. Подбрасываем, ловим. Подбрасываем, хлопок, ловим. Голова вправо-влево.
Ставим ноги на ширину плеч. Вращаем бедра в правую сторону. Мячики перебрасываем. 5, 6. И в другую сторону вращаем бедра, и в другую сторону перебрасываем мячик. Все, положили мячики, встряхнули руки, встряхнули ноги, поднялись, потянулись, вдохнули и выдохнули. Все, наша утренняя зарядка для интеллекта закончена. Левую подняли, опустили. Кто развивает свой талант? Я! Подняли, поменяли. Кто развивает свой талант? Мы! Поменяли. Кто живет в великой стране? Я! Поменяли. Кто живет в великой стране, шагаем? Мы! Поменяли. Кто развивает свой талант, развивает нашу великую любимую страну? Мы! Я! Поменяли. Кто развивает свой талант, развивает нашу великую любимую страну? Мы! Сейчас стали на левую ногу круг. Что? Сейчас мы поаплодируем своим родителям, которые показывают пример, как нужно относиться к взрослым. Ой, дети, к вам. Любить, клеить, несмотря ни на что. Повернись, Данил, повернись к маме. Повернись к маме, поаплодируй ей. Ногу наверх. Своего лица выношу благодарность за участие в организации решения высшего руководства нашей страны, направленных на внедрение в повседневную жизнь наукоемких, инновационных, социально значимых российских интеллектуальных педагогических продуктов. Ура, товарищи! Ура! Куда? Юра! Доброе утро, меня зовут Анна. Мы начинаем нашу утреннюю гимнастику для интеллекта. Начинаем разминать пальцы. Разминаем руки. Теперь потянулись вверх, потянулись вправо, потянулись влево, потянулись вниз, потянулись к правой ноге, к левой. Теперь наклонились назад. Теперь потянули за локоть правую руку, потянули левую руку. Теперь пошли на месте. Правой рукой ручеек, левой рукой кулачок. Поднимаем плечи вверх-вниз, голова вправо-влево, вправо-влево. Идем на носочках. На носочках идем, голова вправо-влево. Теперь левой рукой ручеек, правый кулачок. Идем на пяточках, плечи вверх-вниз, голова вправо-влево. Теперь идем на внешней стороне стоп, также ручеек, кулачок. Плечи вверх-вниз, голова вправо-влево. Теперь на внутренней стороне стоп. Ручеек, кулачок, плечи. Так, теперь правой рукой делаем круг. Левый вверх-вниз. Пальцы сжимаем, разжимаем. И бедра вправо, вперед, влево, назад. Вправо, вперед, влево, назад. И побыстрее. Теперь левой рукой круг, правой вверх-вниз, бедра влево-вперед, вправо-назад. Влево-вперед, вправо-назад. Теперь идем на месте. Левая рука вверх-вниз, правая рука от локтя. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре делаем. И побыстрее. Правой рукой. Теперь меняем руки. Правая вверх-вниз, левая от локтя. Раз, два, три, четыре. Побыстрее ускоряем. Данил, делай. Так, теперь встаем на одну ногу, на левую. Правую поднимаем, крутим. Левая рука круг. Правая пишем цифры. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Теперь меняем ноги, меняем руки. Правый круг, левая цифра. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Встряхнули руки, встряхнули ноги. Вдохнули и выдохнули. Все, зарядка для интеллекта закончилась. Очередной уровень развития наукоемкого инновационного мира неуклонно приближается. Он предъявляет ряд требований человеку, который реализует свой талант в избранной им профессии. Особенно это касается молодого поколения, которому своими делами и поступками необходимо подтверждать статус фамилии, которую доверили ему родители. Для подготовки человека к деятельности в предполагаемых условиях создано новое педагогическое пространство, базирующееся на понятии интеллектуальный суверенитет. У великой страны все должно быть свое, особенно если это касается молодого поколения, воспитания и подготовки его к взрослой жизни. Это новое педагогическое пространство наполнено различными проектами, о которых я вкратце расскажу. Гимнастика для интеллекта. Правильный с точки зрения физиологии алгоритм вовлечения в умственную деятельность неиспользуемого ресурса и способностей коры головного мозга. Многоборье «Космический пехотинец» позиционируется как новый национальный вид спорта. Единственный вид деятельности, который ставит перед собой и решает задачу подготовку таланта человека к деятельности на очередном уровне развития наукоемкого инновационного мира. Также нужно отметить, что это новый рынок, наш рынок, где вся продукция будет на русском языке. И официальный язык Федерации будет русский. Программа долгожития. Воспитание понимания, знания, где находятся центры, где можно удерживать, корректировать, восстанавливать свое биохимическое, физиологическое, психологическое и физическое здоровье, которое гарантирует активное творческое долголетие. Реализуется в виде проекта «Активное творческое долголетие» начинается в детском саду. Также нужно отметить следующие проекты. Правовое сопровождение, научно-методическое, кадровое, безопасность, медиа, культура, логическое направление, составляющее данного проекта. Необходимо понимать, что новое педагогическое пространство позволяет человеку продемонстрировать свои как человеческие, так и профессиональные качества. И можно будет увидеть, как и что для человека значит такое понятие, как государственное мышление. Пиджачок, который надевает на мероприятие, или инструмент, которым он пользуется постоянно, ежедневно и оценивает свои действия. Дело для других, но и про себя не забывать. До встречи! Молодец. Ну что? Ох, добралась. Я умная, красивая девочка. Много что хочу, но мало что получать. И сейчас мои мечты вам покажут другие ребята. Встречайте. Добрый вечер. Мы с Сашей совершенно неожиданно оказались вовлечены в интереснейшее занятие. Она называется «Гимнастика для интеллекта». И оказалось, что она не только увлекательна для взрослых и детей, но даже еще и очень полезна. Потому что действительно
на нас наваливается вал информации и друг глаза не угнаться. Так вот, эта гимнастика развивает не только тело, но и, что самое главное. Вот. И это все авторская методика нашего хорошо знакомого Дмитрия Владимировича Лотарева. Доброе утро, моя любимая великая страна. Утренняя гимнастика для интеллекта в зеленом огоньке началась дежурный по гимнастике Морозов. Очередной уровень развития наукоемкого инновационного мира неуклонно приближается. Он предъявляет ряд требований человеку, который реализует свой талант в избранной им профессии. Особенно это касается молодого поколения, которому своими делами и поступками необходимо подтверждать статус фамилии, которую доверили ему родители. Для подготовки человека к деятельности в предполагаемых условиях создано новое педагогическое пространство, базирующееся на понятии интеллектуальный суверенитет. У великой страны все должно быть свое, особенно если это касается молодого поколения, воспитания и подготовки его к взрослой жизни. Это новое педагогическое пространство наполнено различными проектами, о которых я вкратце расскажу. Гимнастика для интеллекта. Правильный с точки зрения физиологии алгоритм вовлечения в умственную деятельность неиспользуемого ресурса способностей коры головного мозга. Многоборье «Космический пехотинец» позиционируется как новый национальный вид спорта. Единственный вид деятельности, который ставит перед собой и решает задачу подготовку таланта человека к деятельности на очередном уровне развития наукоемкого инновационного мира. Также нужно отметить, что это новый рынок, наш рынок, где вся продукция будет на русском языке. И официальный язык Федерации будет русский. Программа долгожития. Воспитание понимания, знания, где находятся центры, где можно удерживать, корректировать, восстанавливать свое биохимическое, физиологическое, психологическое, физическое здоровье, которое гарантирует активное творческое долголетие. Реализуется в виде проекта «Активное творческое долголетие» начинается в детском саду. Сейчас мы находимся на встрече с президентом геронтологического общества при Российской академии наук, член-корреспондентом Российской академии наук, доктором медицинских наук, профессором Владимиром Николаевичем Анисимовым. Я должен сказать, что вопросы физической культуры очень существенны для пожилых, потому что качество жизни, в котором они существуют, определяется их физической формой в значительной степени. И методики, которые предложила группа, возглавляемая доктором Лотаревым, она имеет очень интересные наработки и, мне кажется, перспективно для профилактики многих нарушений двигательной системы пожилых людей. Не только двигательной, но и интеллекта, умственной способности, когнитивной, познавательной способности. Все это имеет значение. Владимир Николаевич написал письмо на директора Академии Мечникова, и сейчас мы готовим группу студентов для того, чтобы они могли оценивать влияние гимнастики на пожилых людей, здоровых, не очень здоровых, а также на, скажем, людей другого возраста. Да. Эта группа может стать ядром для клинических испытаний этой методики, потому что все должно делаться по правилам проверки на достоверность. И то, что руководство Стеченовской Академии медицинской имени Мечникова пошло навстречу, говорит о том, что там серьезное внимание уделяется проблемам. Что ж, хочу вас поблагодарить за то, что вы уделили нам время. Гимнастика для интеллекта – это российский интеллектуальный педагогический продукт. Создан на нашем менталитете, языке, традициях, культуре, опыте, знаниях
достижениях. Он позволяет человеку получать тотальное интеллектуальное превосходство в направлении деятельности или в быстротекущих ситуациях. Пройдя все этапы подготовки гимнастики, а их 3: упражнения, подготовка себя к проведению тренингов, специализированных мероприятий, овладение технологией, общение с информационным потоком, которое получило название «плавающее внимание». И 3-й уровень – поддержание его на необходимом уровне и проведение специализированных занятий в случае проведения каких-то мероприятий особо важных или особо значимых. Индивидуальная, коллективная скорость, понимание сути возникающей ситуации, формирование коалиции последствий, принятие решений и его реализации будет на порядок быстрее, эффективнее и отвечать таким требованиям, как дальновидное и поэтому простое решение. Такая группа людей способна владеть стратегической инициативой и, не договариваясь, трансформировать ее в похожие решения для действий сейчас и здесь. Аплодисменты нашим умницам и красавицам. В данный момент этот проект реализуется в городе Санкт-Петербург. Здесь отрабатывается технология, концепция, создается такой прототип, который будет трансформироваться и реализовываться на других территориях, в других странах. Процесс идет правильно, появляются люди, готовые действовать, глаза горят. После волшебных слов «денег нет», они испаряются. Примерно так же, как ведут себя тараканы, когда появляется дихлофос. И на эту территорию приходят люди, которые видят подальше, мыслят потоньше, поглубже. Они занимаются разными делами, но они рождены для этого. Для начала много не надо. Для начала надо некоторое количество людей, и все будет правильно. Проект будет двигаться, развиваться, и на базе него будем создавать новую педагогическую концепцию, которая станет основой новой педагогической доктрины, которая будет сейчас и здесь готовить наших детей, ваших детей к деятельности на очередном уровне развития наукоемкого инновационного мира в завтра и послезавтра. И она будет отвечать на правильный вопрос. Потому что гимнастика сейчас отвечает на вопрос, на который не ответит ни одна из существующих технологий. Может ответить, но не так четко. Какие требования предъявляет грядущее? Что надо делать для подготовки человека к деятельности в предполагаемых условиях? И самое главное, чей это продукт? У великой страны все должно быть свое. Это не пустые слова, это то, что ее отличает от других стран. Это дорого, это может быть иногда и нужно. Нужно создавать свое. Как только эта лозунг уходит из оборота, ставки и статус страны, и те, кому кажется, что это нормально, как ни странно, уйдут вместе с этим. Кузнецова Елена Леонидовна. В данный момент мы отдыхаем с моим внуком Георгием в лагере «Зеленый огонек» в оздоровительном. Здесь мы столкнулись с интересным явлением гимнастика для интеллекта, который занимается с нами и еще со многими другими детьми Дмитрий Владимирович.
Меня, конечно, очень заинтересовал его творческий подход к физкультуре. Чем как бы меня это привлекло? Данные занятия, они развивают координацию движений. Это я заметила уже и по себе, и по своему внуку. Ну и, конечно, сообразительность у нас тоже немножко улучшилась, потому что лично на себе я это, конечно, замечаю. Ну, большую благодарность выражаю Дмитрию Владимировичу за то, что он занимается таким творческим делом. Что непременно мы будем продолжать участвовать в этом деле до конца нашей смены. Ну, может быть, потом где-то будем искать информацию по этой теме и заниматься самостоятельно своего развития физического и духовного, и умственного. Здравствуйте, меня зовут Елена. Ну, что хочется сказать. Первый раз, когда попадаешь на занятия к Дмитрию Владимировичу, ощущаешь себя совершенно неполноценным человеком. Думаешь, что организм твой никогда не справится с такими задачами. Проходит одно занятие, второе занятие, третье занятие, и самооценка резко поднимается, потому что ты все делаешь. Наши дети также. Они пришли, они не верят в том, что они могут это делать. Одно занятие, второе, третье, 21 день, и они делают все, что положено. Все отлично, все на 5. Дмитрий Владимирович, спасибо вам большое. Зарядка для интеллекта. Так держать. Мы с вами. Мы с моим сыном Даней занимаемся гимнастикой для интеллекта около 4 месяцев. Занимаемся в секции с Дмитрием Владимировичем и тренируемся сами дома. Занятия направлены на развитие мышления, концентрации внимания. Я по своему сыну вижу положительную динамику. Даня стал более быстрым, более шустрым, более ловким, более проворным. Увеличилась концентрация внимания. Даня стал более собранным. Он старается контролировать свои эмоции, регулировать свое поведение. Конечно, Даня стал более крепким физически. И самое главное, у Дани стало получаться выполнять довольно сложные, на первый взгляд, упражнения. И он стал более уверенным в себе и в своих положительных результатах. Уже 2 года я занимаюсь гимнастикой для интеллекта. Занимаюсь сам, тренирую своих детей. Уверен, что начня заниматься с ними с более раннего возраста, то умственное развитие у них пошло бы гораздо быстрее. Приглашаю в наш центр. Информацию о нем вы найдете на странице «Гимнастика для интеллекта» ВКонтакте. Определила мой выбор дипломного проекта. Оценка эффективности деятельности системы принятия решений голкипера. В отличие от большинства сокурсников, у которых было по 50-60 источников, указанных в дипломной работе, у меня было 2 небольшие брошюрки, несколько параграфов из учебника и еще несколько параграфов или даже словосочетаний из других книг. Защитив диплом, начал заниматься этой проблемой более серьезно. И в результате все закончилось тем, что сейчас есть технология, которая называется гимнастика для интеллекта. Это сложно координационные физические и эвристические упражнения, задача которых формировать новые нейронные связи, повышать эффективность межполушарного взаимодействия, вовлекать в умственную деятельность неиспользуемые ресурсы способности коры головного мозга. По некоторым научным данным, до 95% которого мы носим с собой всю жизнь, не используя. 95-90%. Носим всю жизнь, не используя. Учитывая, что очередной уровень развития предъявляет некоторые требования, одни из которых я сейчас озвучу, надо уже начинать сейчас готовить свое мышление, свою технологию общения с информационным потоком к деятельности в предполагаемых условиях. Скорость и объем информационного потока увеличится, время на принятие решений, понимание последствий их реализации сократится. Также на это будут влиять физические
и психологические ограничения организма человека. Все это ставит перед нами, на первый взгляд, неразрешимую задачу. Что нужно делать сейчас для того, чтобы готовить себя к деятельности в предполагаемых условиях? Ответ есть. Используя данные упражнения, мы вовлекаем неиспользованный ресурс и способности коры в умственную деятельность. Следующий шаг мы этот объем с использованием состязаний, тренингов и специальных мероприятий координируем, синхронизируем, оптимизируем и превращаем в инструмент, используя который мы можем получать результаты и сейчас, и завтра, и послезавтра. Быть эффективными в наукоемком инновационном мире. Позволить себе вести интенсивную, напряженную умственную деятельность, длительную умственную деятельность, без нанесения непоправимого ущерба своему здоровью. Потому что сейчас существующая педагогическая технология, которая формирует те навыки общения с информационным потоком, устарела морально. Она создает, если так можно выразиться, одноядерный компьютер, который мы насилуем все время, всю свою жизнь. Хотя мы способны создать у себя и 50, и 70, и 80, и 100, и 200 ядер. 200-ядерный компьютер на порядок эффективнее и лучше, чем одноядерный. Вот и все различие, которое есть между тем человеком, который занимается гимнастикой, и тем человеком, который ей не занимается. Шагаем на месте. Правая рука круг. Левая поднимает, опускает. Не забывайте, шаг вперед. Говорим я. Четко и внятно. Кто развивает свой талант? Я! Кто развивает свой талант? Кто живет в великой стране? Кто живет в великой стране? Кто развивает свой талант, развивает нашу великую любимую страну? Кто развивает свой талант, развивает нашу великую любимую страну? Благодарю. Сейчас стали на левую ножку, правый круг. И аплодисментами поблагодарим наших родителей за их терпение, внимание и ту любовь, которую они воскупают с самого рождения. Давайте, поаплодируйте. Благодарю. Встали на правую ножку. Левой ногой круг. Сейчас мы поаплодируем нашим преподавателям за то, что они делают все возможное, чтобы вы были воспитанными и образованными гражданами великой страны. Благодарю. Зарядка смирно. Зарядка смирно. От лица преподавательского состава благодарю вас за участие в реализации решений высшего руководства нашей страны, направленных на внедрение в повседневную жизнь наукоемких, инновационных, социально значимых российских интеллектуальных педагогических продуктов. Ура, товарищи! Благодарю за зарядку. Олесенька, любимая, нет в жизни невозможного. Все мечты сбываются.